Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. Как вы знаете, из наших обсуждений на стримах, комментариях под шорсом, а также личке и общем чате моего DS сервера 31 августа нам будет установлено на лайв сервера глобальное обновление «Пламя драконов», что принесет с собой действительно крупные изменения игрового мира. Помимо добавления новых территорий под названиями «Дикие земли», у нас появятся драконы в Запределье и Королевском континенте, которых разбудило племя хранителей ренегатов Пеплорожденные. Да-да, в этом обновлении нас ожидает еще и логическая цепь событий, наряду с расширением лора. Ивент «Восстание Хранителей», что проходит сейчас, как раз и является тем связующим звеном. Подробнее можно узнать из журнала Альбиона, собирая обрывки повествования. Также нас будут ожидать новые виды брони, еды, зелий и рыбы, а также новые задания в журнале Альбиона, на которых я не особо вижу смысла заострять внимание. Вместе с этим обновлением разработчики, как и обещали, начали работать над расширением игрового лора, вместе с попыткой повторить небывалый успех ивента в путях Авалона. Успешно или нет, судить только вам. Новые механики, крутки баланса и экономики, а также многочисленные правки багов, изменения и правки игрового мира прилагаются. Теперь давайте рассмотрим все поподробнее. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilSlав, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Как всегда, начнем с обзора новых предметов. Нас ожидает добавление новых наборов драконьих доспехов. На данный момент вместе с обновлением в игру добавят только сет кожаной брони. Капюшон убийцы драконов со способностью вспышка. Закидываем ее в нужную нам позицию, область действия которой будет расширяться с 4 до 7,5 метров в течение 5 секунд. Выводит цели из невидимости, а также порежет время восстановления способностей на 50%. Аналог капюшона лазутчика, но с выбором области и порезкой времени восстановления вместо бафа урона и порезки противника. Куртка убийцы драконов со способностью огненные крылья создает область радиусом 5,5 метров на 6 секунд, внутри которой наш урон и время восстановления способностей повышается на 15%. Также мы получаем иммунитет от контроля во время прыжка. По приземлении, находясь внутри области, получаем иммунитет к урону извне, но те, кто внутри области, смогут наносить нам урон. Для ЗВЗ как будто бы имбища. Субъективно. Ботинки дракона-убийцы будут давать нам 4 стака на 6 секунд. Каждый стак будет давать нам по 18% к скорости передвижения, вместо 20 прежних. На тестовом уже порезали и вроде еще одна правка будет, но не сапог. За каждое применение способностей оружия мы получаем ускорение восстановления способности оружия на 15%, но с нас снимают 1 стак. Теперь для многих, думаю, мои слова о пулемете на боевом луке станут более осознанными. И я не только про ботинки. Также нам будет добавлено новое зелье жизненной силы, что будет спасать союзников в 4-метровой области от смертельного удара. Как только их здоровье падает до 1 единицы, они будут оглушаться на 2,5 секунды, а их здоровье будет восстанавливаться в процентном соотношении сразу и еще в процентном в течение действия эффекта. Процентное соотношение зависит от тира зелья и уровня его зачарования. Во время действия эффекта действует дебаф на входящий хил в размере 80%. Также в диких землях нам будет доступен новый вид рыбы, из которого мы сможем изготовить новый вид омлета, который будет давать бонусы к скорости каста, скорости восстановления способностей и будет увеличивать исходящее исцеление, что довольно неплохо для хилов в ЗВЗ на данный момент. Неудержимый посох при правильном настаке пассивки и бафа будет не просто поднимать все пати хп, а тупо вытаскивать их с того света. Субъективно. Дополнительно в кулинарии появится бисквит из яйца дракона, что даст нам 5% к боевой и собирательской славе. Серьезно? Если этот баф не будет висеть перманентно или хотя бы месяц, то при стоимости яиц и сложности их получения это будет, мягко говоря, странно и нелогично. Как минимум первое время, пока рынок не насытится ими. И в завершении, как и говорил, я понимаю, почему потребовался реворк доски достижений, поскольку будут добавляться новые виды брони, ветки оружия, во всяком случае надеемся, их крафтовые мастерки и прочее. Да еще и не забываем про зелье с едой и возможно новое ремесло. То это логичный шаг, но при этом почему все выглядит как-то тухло и не эпично? Я пообщался с огромным количеством новичков, часть из них привел сам в проект, часть помогал развиваться, и у каждого был один и тот же ответ на мой постоянный вопрос: каковы твои впечатления от доски достижений? Ответ был неизменен: эпик. И более витиеватые выражения, ну вы поняли, о чем я. У людей глаза разбегались от возможностей прокачки, кучи собирательских и крафтерских профессий, боевых, мастерок и прочего. Ощущался масштаб и необъятная вариативность и разносторонность путей, которые были доступны для нашего персонажа. Субъективно доска смотрится скучновато и скудновато.
Также в этом обновлении нам добавят новые порталы, что будут вести в дикие земли, где нас будут ожидать выходцы из фракции хранителей и их представители племя пеплорожденных. У нас будет 3 вида порталов. Малые порталы, рассчитанные на группу игроков от 1 до 5 человек, так что соло-игроки вполне найдут себе контент также. Такие порталы будут иметь время до открытия в среднем 1 час и видны будут всем игрокам на карте мира. Активны же будут в течение 3 минут. Не успели зайти или вам не дали, сорян. Сразу скажу, что при входе в такие данжи нам будет подбираться противник с таким же количеством игроков. По сути, довольно интересно, и сразу вердикт таков, что с кипером статиков точно будет чем заняться. Есть маршруты движения, по которым мобы не агрятся на нас. Удобно заманивать и закидывать противников под мобов. Есть свои дыры в механике на Ипалово системы. Скиперы, вспомнив пару сундуков из статиков, с уголком сундука и костяными шипами, сразу все поймут и очень быстро разберутся. Если не пофиксят данные нюансы, конечно, на релизе. Средние врата будут рассчитаны на группу численностью 5-7 игроков, время появления 2 часа. И, конечно же, большие врата для группы игроков численностью 15-20 игроков, время появления портала 3 часа. На самом острове нам нужно зачищать мобов, после чего у нас появится возможность активировать проходы и перейти на следующий остров, где процедура повторится, по сути ничего нового. Та же механика лагерей. Набиваем нужное количество фейма и получаем возможность залутать ключ для прохода на следующий остров. Сама же механика сундуков, что на островах. Ctrl-C, Ctrl-V лагеря. Как вы видите на экране, только зачищать обязательно, ведь там находится ключ для активации портального перехода на следующий остров. И у нас будет 3 портала, но активировать мы можем только 1. На карте, куда нас будет забрасывать, будет 4 дрейка, после убийства которых нам дадут возможность попасть в центр карты и получить финальный сундук с картой или осколками карты. Также с дрейков и финального боссика нам будут давать предметы и артефакты для крафта новых предметов. Сложность мобов также регулируется в зависимости от количества игроков, что попали на такие острова. Для одного игрока мобы падают на изи, для группы из 5 человек сложность мобов как в 6.1, в 6.2 группики. Никаких ресурсов на островах собирать нельзя. Ни с мобов, ни с растительности. Только рыбалка. В качестве бонуса на островах будут святилища, активировав которые мы получаем бафы, что будут повышать наш урон и защиту в ПВЕ, а также будут давать бонус к зарабатываемой славе. Эффекты стакаются. С противника мы получим 50% энергии драконов, что дает святилище, при его смерти. И тут довольно интересная механика. При падении игрок умирает не сразу и будет время его поднять. Субъективно, по своей сути, это лагеря, которые запихнули во мглу с механикой глубин, но без душ, вход в который через порталы аббатства. Вроде ничего не пропустил. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но как минимум какое-то разнообразие для начала. Надеюсь, в дальнейшем у нас будут более разнообразные обновления. Из собранных обрывков или найденных карт в древних землях мы сможем открывать проходы в инстанс Драконье Святилище, зайти в которые смогут только участники нашей группы. Напасть на нас смогут только по пути к данжу. Лимит посетителей Святилища 20 игроков. Там нужен отдельный ролик, ибо показывать и рассказывать очень много. Сразу хотелось бы показать вам билды, паттерны атак боссов и их способности, потому вся инфа и подробности будут в отдельном ролике. И вот что действительно меня порадовало, это появление драконов. Фу, это же... Да, это шкура с жопы дракона. Как отдельный рандомный вид события в открытом мире. И тут, реально молодцы. Даже при желании не думаю, что есть до чего докопаться. У меня аж настроение приподнялось. Мишаня реально сдержал свое обещание. Это действительно небывалый размах эпичности. И вот для тех, кто забил на проект, рекомендую просто сходите на этого Дрейка-переростка и кайфаните. Братишки и сестренки. На высоте все от озвучки прилета дракона. Он появляется за минуту до назначенного времени и пролетает над головами. Озвучка просто топ. Взмахи крыльями, рыки и прочее. Тут на 12 из 10 абсолютно все. От звукового сопровождения и его прилета до самого процесса его или ее аннигиляции. Под хвост не заглядывал, не знаю. Но говорю сразу, дракон лютый мазохист. И после того, как вы начали делать ему больно, останавливаться нельзя. Иначе он обидится и улетит. Мама шлепала меня сильней.
Каждое сожженное деление дракона меняет паттерны его атак и добавляет новую атаку. При снятии первого деления здоровья действуем примерно так. Танк агрит и держится в стороне от группы, хил стоит посередине, а остальная часть группы стоит у задней ноги. Ни в коем случае не заходить под хвост, любит спонтанно поворачиваться. По сути, напоминает Базила из Авалона. Пока не приземлился, плюются огненными шарами с неба. Ну, я надеюсь, что это огненные шары из его пасти. Раздает пинки передней лапой и огненное дыхание перед собой, потому танк и стоит отдельно от пачки перед его мордой и выходит перед кастом дыхания. Передняя лапа в таком случае его не всегда отрендюливает. Взлетая, временами сбрасывать с себя таргет. Не уверен, что так должно быть, все же тестовый сервер. Потому я хз, будет или нет срабатывать на лайв-сервере. Так что будьте внимательны, и сразу же дает огненное дыхание в то место, где была пятая точка, если его кто-то туда пнул. Срабатывает через раз, так что я хз до конца, в чем причина срабатывания. По приземлении дает двойной скилл, в начале огненный урон в области вокруг себя. Сбегаемся вначале к нему, там сейф-зона, после сразу же отбегаем от него, ибо все меняется. И в сейф-зоне будет нанесен урон, а в области, в которой бушевал огненный урон, становится сейф-зоной. Перепробовал все, стопроцентный вариант кувырок, чтобы выпрыгнуть и не отрендюлиться. Во всех остальных случаях почти всегда урон, если находимся в центре. После чего будет следовать топот лапой, вызывая огненную волну. Чем дольше идет бой, тем чаще он будет перелетать. По сути, все для первого деления здоровья. И кто не заметил, обращаю ваше внимание, что у нас наконец-то появились полоски боссов, намекая, что это вам не хухры-мухры, а реальный боссище. Наконец-то всех стражущих услышали разрабы. Ну или... Я его услышала! Сука. Сняв одно деление здоровья, у него появляется новая способность. Он таргетно наносит урон одному игроку. Его цель будет подсвечиваться специальным маркером. Так что точно не пропустите. Сняв второе деление здоровья, у него поменяется паттерн атак. В соло забрать невозможно, в трио тоже. Начиная с группы, в которой будет состоять от 5 человек, можно попытаться аннигилировать его в ноль. Это все относится к тестовому серверу, и как будет на лайв-серверах, нужно будет посмотреть. По убийству дракона выйдет отдельный ролик, так же как и по святилищу. А как вам новый дракон открытого мира? Эпично? Ну или так себе, я ожидал большего? Напишите в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение. И это все касается первичной информации об обновлении. Изменения боевого баланса, ресурсных боссов и прочих мелких изменений мы посмотрим и рассмотрим во второй части. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, как вам новые зелья и куртка, и как, по-вашему, изменится теперь мета в ЗВЗ, билдах и сражениях, ну и, конечно же, при СС активностях. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. А если хотите меня поддержать, то переходите на мой канал и посмотрите еще одно видео. Уверен, каждый найдет себе что-то по душе, увлечением и интересом. А также заглядывайте ко мне на стримы на Twitch и получайте дропсы. Ссылочка в описании. Стримы на YouTube пока не регулярны, но работаю над устранением данной проблемы. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!